Всем привет! Сегодня готовим очень простой насыпной пирог с тыквой. Готовится пирог невероятно просто и быстро, без каких-либо хлопот. Здесь очень вкусное, рассыпчатое песочное тесто и много нежной ароматной начинки. Посмотрите, как здорово! Опс! Вы видите? На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. И для того, чтобы приготовить этот замечательный пирог, мне понадобится для теста 300 граммов муки, 150 граммов сахара, 2 желтка, 200 граммов замороженного сливочного масла, я его только что достала из морозильной камеры, 1 чайная ложка уксуса 5-7%, пол чайной ложки соли, 6 граммов разрыхлителя для теста и 1 чайная ложка экстракта ванили. И для начинки мне понадобится, конечно же, вкусная тыква. Лучше всего использовать мускатные сорта тыквы, они самые вкусные и сладкие. Здесь у меня 550 граммов тыквы. Также в начинку буду добавлять немного сахара, примерно 40 граммов. У меня здесь светло-тростниковый сахар. Он придаст такую легкую карамельную нотку начинке. Можно, конечно, использовать любой сахар. И в начинку я буду добавлять цедру апельсина. Здесь у меня цедра одного апельсина. И также сок апельсиновый, 2 столовые ложки, примерно 25 мл. Конечно, апельсиновую цедру и сок апельсина добавляйте по желанию. Если хотите, также в начинку можно добавить немного корицы. Приготовим тесто. Тесто здесь очень простое, насыпное. Просеиваем в миску муку. В муку добавляю все сухие ингредиенты. Соль, сахар. Просеиваю также разрыхлитель для теста. Хорошо все перемешиваю, чтобы сахар, соль, разрыхлитель равномерно распределились в муке. Теперь на крупной терке я буду натирать масло. Масло окунаю в муку и натираю на терке, периодически перемешивая с мукой. Натерли все масло и теперь аккуратно перетираем все с мукой. Посмотрите, получается вот такая крошка. Действуем так достаточно быстро, чтобы масло не начало таять. Теперь сюда я добавляю уксус, добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили и добавляю 2 желтка. И начинаю все тоже активно вот так вот перетирать с мучной массой, чтобы все равномерно распределилось в тесте. Тесто, как видите, готовится просто элементарно, быстро и просто. Все хорошо перетираем. Можно потереть вот так вот руками немного. Уксус добавляем в тесто для того, чтобы тесто крошилось хорошо. Сейчас проверим готовность теста. Посмотрите, я возьму немного теста и сожму в руках. Видите, тесто собирается у меня, и вместе с тем оно легко крошится. Значит, тесто очень хорошее, и оно готово. Покажу еще раз. Видите, беру тесто, сжимаю, оно хорошо собирается. И при малейшем нажатии оно снова распадается на крошки. Мой пирог я буду выпекать вот в такой разъемной форме. Диаметр формы у меня 24 сантиметра. Дно я застелила пергаментной бумагой. Смазываю кусочком сливочного масла дно и бока формы. И теперь высыпаю примерно больше половины теста в форму. И распределяю равномерным слоем. Можно даже сказать 2/3 теста, смотря какую корочку вы хотите получить сверху на пироге, более плотную или менее плотную.
И теперь эту крошку надо немного утрамбовать. Я беру вот такая у меня чашка и слегка утрамбовываю. Подготовленную форму с тестом, а также оставшуюся крошку сейчас я отправлю в холодильник, а сама займусь приготовлением начинки. Сейчас на мелкой терке натру тыкву. Кстати, если не хотите, чтобы руки потом были желтые, можно одеть перчатки. Наверное, самое сложное в этом рецепте – это натереть тыкву на терке и почистить ее перед этим. Тыкву натерли, теперь добавляем цедру апельсина. Посмотрите, они фактически одинаковые по цвету с тыквой. Добавляю сахар. И если тыква у вас не слишком сочная, тогда добавьте апельсиновый сок. Если тыква у вас очень сочная, то можно сок и не добавлять. У меня такая средняя тыква, поэтому я добавлю сок. Перемешиваю. Я достала форму с тестом из холодильника и выкладываю начинку. Ароматную тыкву. Распределяю ровным слоем. И теперь сверху я выкладываю оставшееся тесто. Высыпаю аккуратненько, высыпаю по всей поверхности. Кстати, начинку я не утрамбовывала, а просто так слегка разложила. И теперь, чтобы пирог сделать более таким интересным, я сейчас часть крошки буду немножечко сжимать и делать крошку более крупной. Вот такие кусочки как бы крошки будут лежать сверху. Мне кажется, так будет очень интересно смотреться пирог, когда крошка будет разного размера. И сейчас мой пирог я отправляю в хорошо разогретую до 170-180 градусов духовку, примерно на 30-40 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Пирог я достала из духовки. Посмотрите только, какой красавчик получился. Пахнет невероятно вкусно. Сейчас пирогу дадим время остыть, а затем достанем его из формы. Пирог у меня уже немного остыл. Конечно, дождаться, когда он остынет полностью, просто нет никаких сил. И я сейчас его аккуратненько буду извлекать из формы. Открываю и снимаю. Сейчас разрежу пирог и посмотрим, что получилось. Ой, какой классный! Посмотрите, какой красивый пирог получился. Здесь много начинки, пахнет великолепно. Я очень люблю насыпные пироги, но пирог с тыквой я готовила впервые. Сейчас попробую. Пирог получился реально очень вкусный. Здесь такое рассыпчатое песочное тесто. Безумно вкусное, слегка хрустящее. И, конечно, вот такой контраст. Именно хрустящее тесто и такая очень нежная ароматная начинка с легкой апельсиновой ноткой. Я бы сказала, что тыква вообще фактически не ощущается. Выбирайте вкусную мускатную тыкву, сладкую. Вообще начинка получается сама такая сладковатая, очень ароматная и вкусная. Обязательно приготовьте и попробуйте. Я думаю, такой пирог вам тоже понравится. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук. Позитивная кухня. Всем пока!